Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 октября. Давайте узнаем знаки судьбы, события будущего в первую декаду октября. С чем это будет связано? А главное, что прояснится? Вот давайте 3 знака судьбы, 3 карты на колоде, 78 дверей. И мы с вами узнаем, какие двери для вас открыты. Ну, может и закрыты, может быть и сами не пойдем, будем оптимистами. Самое главное быть добрее к самим себе. Октябрь месяц, как и ноябрь, вопросы нашего благополучия. Вот так конкретно нас сводит ситуация жизненная, может быть разная, к тому, что мы должны что-то решить. Для себя, в конце концов, установить какой-то, благополучный исход дела. Или подумать, а нужно ли нам этим, в принципе, заниматься. Может быть, вопрос касается взаимоотношений вот так в целом, не обязательно личная жизнь. Тут еще очень немаловажный фактор, мои дорогие девы, строить правильные социальные связи. Итак, 3 карты, 3 знака судьбы, в каких сферах жизни вы будете или доведется принимать важные решения. И если уж мы сказали, что прояснится, вот давайте такую карту достанем. Что для вас, мои дорогие, любимые девы, правда, прояснится с 1 по 10 октября? Что прояснится? Что уйдет? Вот как-то тянулась вторая. Ладно, достану. Ну, так как-то получилось. Если это уйдет, а что придет взамен? Рассмотрим. По основным сферам жизни: любовь, личная жизнь или взаимоотношения в целом. Вот как раз может быть и где-то социальные связи в целом. Энергия взаимоотношений, энергия финансов, сфера финансов. И все то, что касается вашей работы, дел, соглашений, контрактов, документов. У кого тут что, у кого-то учеба. Первый знак судьбы, к чему нас обращают карты. А вот смотрите, любая тройка – это карта будущего. Кто-то скажет, что это у меня вот это будет такая темнота, а нам хотят сказать, что вы уже пережили какой-то момент надлома, психологическое сложное состояние. Уже у вас была какая-то очень грустная история, когда, когда не могли ничего сделать. Тут же нам показан человек и кукла Вуду. Ну, это тот случай или та ситуация, когда вполне вероятно, вот эта женщина, которая нам показана, она пыталась раньше что-то сделать, да, то есть элемент мести все-таки он как будто такой зарождается в нашей душе. Почему? А именно потому, что мы не можем чему-то противостоять. И в отношении нас либо что-то было несправедливо, незаконно, неправильно. Это вот болевая точка, а чаще всего, увы, такое бывает, кому мы больше доверяем, ну, вот там и неожиданности со знаком минус приходят. Не обязательно это личная жизнь, это может быть абсолютно любая ситуация. Мы были в чем-то уверены, а вышло все наоборот. Вышло как, наверное, нож в спину. Ну, или пусть, конечно, не буквально, не дословно, ведь любая карта аллегория, но этот сгусток боли, он еще в вас остался. Так вот, когда эта карта выпадает, если мы говорим будущее, что тут имеется в виду? Выздоровление. Выздоровление в хорошем смысле от вот этой затянувшейся больной ситуации. И вот в данный период времени вот та болевая точка, она, как знаете, трансформируется в здоровое равнодушие. Я часто об этом говорю, кто смотрит мои видео, нам уже все равно. Это вот раньше так цепляло. Вроде и сделать ничего не могу. Или мужчина, или девочки мои дорогие, неважно. Не получилось, да, вот как-то найти взаимопонимание, или не получилось обустроить вопрос, или когда вообще все рухнуло. Вот рухнуло, и непонятно, где начало, где конец, почему так человек поступил, почему такая ситуация создалась. Мы, возможно, много анализировали, но вот теперь вот эти все эмоции, они нас уже оставляют. Где-то мы от них уже сами устали. Ну, так устроена психика человека, что все-таки вот это выздоровление нам высшие силы в этом помогают. Это на самом деле так. И если не теребить вот эту рану, да, и себя не спрашивать 100 раз на дню, а почему это произошло, почему так человек поступил,
Ну, какая разница, почему это произошло? Уже, это не важно, это уже какой-то свершившийся факт. Тут нужно говорить скорее самому себе, ну да, в чем-то я допустил или допустила ошибку. Что-то я не увидела, что-то я не принял во внимание. Или уже были какие-то предпосылки, лопухнулся. Ну, я говорю аллегорически, опять же, надеюсь, вы уже к моему сленгу привыкли. Так вот, мы, когда понимаем, что да, именно мы, не кто-то там другой, он будет сам перед высшими силами отвечать. И очень часто, знаете, бывают такие ситуации, когда иногда проходят десятилетия, а потом такие обратки прилетают людям. Вот когда мы достаем даже карты, да, которые правосудие, мы говорим причина и следствие. Так вот, когда нам сделали какую-то боль, да, и у человека мы вроде наблюдаем, а у него все хорошо, и сегодня хорошо, и завтра хорошо. Потом мы все равно где-то выздоравливаем, раньше, позже, у каждого свой срок. И мы не видим вот какой-то конечной точки. И все же так устроена Вселенная, что отвечаем мы за свои ошибки. И вот знаете, чем быстрее мы их признаем, вот эти эмоции, вот как груз каких-то забот или ненужных мыслей. Мы, во-первых, понимаем, что да, если мы допустили какой-то ляпсус, да, пусть этот ляпсус строился не совсем на нашей ошибке, а скорее на наших ожиданиях. Чаще всего ведь из-за ожиданий вот такая боль наступает. Мы ожидали, что кто-то откликнется или кто-то нам отплатит добром, например, каким-то вниманием. А наши ожидания, они, ну вот как дым, раз и испарились в никуда. Так вот, когда мы понимаем, что нечего тут ожидать, никаких чудес не будет, и плюс еще усталость от вот этого положения, болезненная ситуация, мы и выздоравливаем. Нас уже не цепляет. И даже если кто-то появляется из прошлого, ну, согласитесь, у нас прошло какое-то время уже, да, да нам все равно, что он там думал, что он там делал, или как она себя будет вести. Мы на это смотрим, как через невидимую прозрачную стену. Мы просто как в портере наблюдаем за игрой актера, может быть, одного актера на сцене. И нас невозможно зацепить. И пусть там любые представления, любые декорации, любое проявление конкретного человека, или когда много эмоций, или, может быть, знаете, иногда бывают и такие люди, когда сначала начинают так, это за здравие, или с каких-нибудь обещаний, потом видят, что а нам никак, нам все равно. Тогда переходят в какие-то доказательства, а потом иногда и доказательства перетекают в обвинения. Но нам же опять-таки все равно. Вот у вас, мои дорогие девы, такое идет выздоровление, знак судьбы. Давайте откроем второй знак, и, может быть, нам будет... А ведь и правда, кто-то из прошлого вам может вернуться. Я могу допустить в связи с тем, все, что я сказала, да, по первой карте, мои дорогие девы. Тут такая ситуация, мы его и не ждем, может быть, мы уже и успели забыть, как гонец стучит в наши двери. Может быть, это и просто не, как бы аллегория карты, и пажи – это всегда вестники. Это не обязательно, что кто-то придет на наш порог, а может быть звонок, СМС, или кто-то напишет в мессенджеры. Может быть, и вы сами, кстати, тоже будете пытаться с кем-то, ну, так этот контакт воспроизвести. Все же двойственная карта, да. Чаще она, конечно, Паш, это какая-то весть, которая приходит к вам. Может быть, вы, я такое допускаю, вам нужно как-то провести диалог с тем человеком, с которым в прошлом вот была такая ситуация. И вы можете обдумывать, каким образом это сделать. Ну, как минимум для начала сказать "здравствуй", да, или "привет", как будто нужно. Поэтому вот тут перекладывайте, у каждого будет какая-то своя ситуация. Вообще, честно говоря, что за ерунда, так и хочется спросить. И вот совершенно неожиданно. С чем это связано? Давайте хоть пару карт достанем. Откуда ноги растут у вот этой тройки мечей? Ну, смотрите, тут у нас и рыцарь мечей, кстати. Это когда-то вами могло быть, допустим, вам. Вы получили предложение, или вас кто-то так словно поддел на какую-то идею. Именно вас могли поддеть, раззадорить
И вы вот на этих эмоциях словно решили вот эту, ну вот как этот кентавр пытается проломить врата. И с первого захода не получается, окей, сейчас разбегусь, подальше возьму прицел и как рвану, да по этим воротам. Но нам ведь всегда эта карта говорит, то, что откроется, не факт, что тебя будет радовать, поэтому куда-то не надо было торопиться. Может быть, с кем-то соглашаться. И вопрос, скорее всего, может быть, касается дома, семьи, денег, работы. Десятка пентаклей. У кого-то конкретно из-за денег. Может быть, денежная какая-то ситуация вообще некрасивая. Такое тоже могу допустить. Может быть, для кого-то из вас это близкий человек, правда? Ну, так бывает. Может быть, родственник, да? Кому мы доверяем, по сути дела. И, может быть, вы как-то вот у кого чего касалось. К примеру, я как для примера, именно денежная какая-то история, если была с кем-то из родственников. Тут банально даже. Вы дали какую-то сумму, а в ответ вы ее вам ее не вернули. Более того, вы еще попали в какую-нибудь, ну, такую ситуацию, когда либо деньги нужны были срочно, либо когда вы обратились к этому человеку, а он сказал: "А я вообще ничего не знаю", или как будто ушел вот так вот в никуда, да, и вы думаете: "А зачем я вообще вот это делал или делала?" Или у кого-то наоборот по работе, да, даже, ну, тоже как вариант, зная ваш, допустим, характер, вы люди честные, правда. И вы люди, те, которые приходят на помощь, те, которые все умеют подмечать. Может быть, кто-то вас вот так подначил, ну вот есть такое выражение, да, в русском языке, подзадорил, раззадорил, как-то так. И вы включились в тот вопрос, куда вам точно не надо было двигаться, как будто. И в результате то, что вы увидели или то, что получилось, оно и закончилось вот таким разочарованием. И для вас, может быть, потом по работе сложилась какая-то сложная ситуация. То есть именно тут вина определенная людей есть, но мы на это не влияем. Есть два направления или две ипостаси, как я говорю, на что мы совершенно не влияем. Это на то, что думают люди, как они поступают, да, мнение вот это, но мы на это не влияем. И обстоятельства еще тоже изменить не можем. Ну, тут я вижу, что правда какая-то была история. Тут либо вы вынуждены выходить с кем-то на связь, либо к вам кто-то возвращается. И какая-то затянувшаяся тема у вас как будто может быть продолжена. Давайте достанем, что тут по пажу жезлов. Это кто, с кем и куда. А тут что-то непонятное, смотрите. Тут вам надо себя беречь, нужно быть осторожным. Мои дорогие девы, вы ведь великие дипломаты, это правда. Но, видимо, пришло то время, когда эту дипломатию по максимуму нужно применить к самим себе. Обратите внимание, вот эта колода карт лучше всех характеризует, что такое аркан Луна. Мы всегда говорим тысяча неопределенности. Вот Луна светит, есть и ожидания. То есть как бы темновато, сумерки, как обстановка такая непроясненная, как будто очертания есть, а конкретики никакой. Девушка прогуливается вдоль берега, она ждет в ожидании ребенка, беременная. То есть элемент, опять же, ожидания. Может быть, это вы ждали, может быть, какой-то человек, либо история затянулась. И самое главное, что нам хочет сказать карта, нам как будто нужно попасть вот за эту дверь. А дверь под наклоном– это прообраз Пизанской башни. Ну, кто хоть единожды пробовал открыть дверь под наклоном, явно вы знаете, что это сделать достаточно сложно. Но есть еще и такой момент. Пизанская башня на первое время, может или на первый взгляд, казаться, ну, падает же, елки-палки, а тем не менее стоит, правда? Века стоит, и еще столько же явно простоит. И тем не менее, у нас как будто нет другого выбора. Нам именно нужно попасть за эту дверь, потому что там наше место безопасности. И если дверь закрыта, ключа у нас нет, ручка, то в этой колоде, да, открыты двери или закрыты, мы вынуждены договариваться. Тут вместо ключа страж дверей, хамелеон. Приготовьтесь к тому, что вам придется договариваться с хамелеонами, мои дорогие девы. И вы знаете, это не будет разрешение пока какой-то ситуации, нет. Это как временное пристанище, убежище.
или временная ситуация такая, когда вам нужно пронаблюдать, как пойдет дело дальше. И тут худой мир лучше доброй ссоры, это однозначно. Что еще? Кому, куда, кто пришел? Да тут тоже какой-то харизматичный лидер. Вот, кстати, я всегда говорю по королю жезлов. Дверей нет закрытых. Вот, кстати, обратите внимание. Это то, что было, да, чем была вызвана ситуация. Была закрытая дверь, пытались пробить, ну или пробили. То, что мы узнали, увидели, ну, совершенно не то. Или, может быть, это просто как какая-то новость, которая, ну, тоже вас как разоружила полностью. Или вы почувствовали себя обессиленным как-то влиять на эту ситуацию. Но теперь-то как будто двери открыты. Но есть, присутствует это самое ожидание. Тоже как бы дверь в эту попасть можно. Нет патовых ситуаций, мои дорогие, понимаете? Самое главное, какой бы сложности не был ваш вопрос, самое главное, мы его можем решить. Мы смотрим на результат, правда, и каким образом взаимодействовать. Так вот, по королю жезлов тут какой-то такой, знаете, действительно харизматичный лидер или персона, которая очень притягательна, хочется его слушать, или ее по полу карту не рассматриваем. Когда мы понимаем, что, ну, может быть, есть какая-то зависимая даже, да, ситуация, вполне вероятно. Нам нужно продолжать этот контакт. Но это еще и интерес. Но я должна сказать, недаром на фоне Стоунхенджа. Что там думает человек, нам неизвестно. И он нам это не расскажет. А то, что он транслирует, это совсем может быть другим. Тут есть какой-то свой план. Нам не говорят, что это коварство какое-то. Нет, но это просто внешнее проявление лидерства. Почему я часто говорю? Это как руководитель. Приказы или какие-то рекомендации. Или будет говорить, как вам делать. Делай так, не делай эдак, да? Но чтобы призывать, он способен. Но делать за вас он ничего не будет. Он ничто не примет как бы на себя, не возьмет ответственность и не будет в чем-то участвовать. Ну, разве для вида, понимаете? Но ответственность и работа, она целиком и полностью на вас. Тут явно есть тоже персона. Или это одна у кого-то ситуация, либо это две совершенно разные ситуации, когда вам так сложно решиться. Правда? И вот получили, что закрытые двери. У кого-то буквально как два обмана. И, может быть, вот соединяются именно в первые числа октября какие-то две ситуации. Может быть, и не соединяются, но приходят как будто одновременно. И вам в этом нужно все расставить по местам. Третий знак судьбы. Ну, как будто все равно, понимаете, есть те вопросы, которые от вас зависят, мои дорогие. Потому что мы можем, может быть, вы находились в каком-то ожидании, может быть, это вам кто-то что-то пообещал, да, как по первой позиции. А более того, вы еще какую-то часть работы проделали по договоренности. И первый, второй, как бы случай и ожидания, но, увы, не увенчались каким-то результатом. Но и работа, которую вы проделали, в итоге, к примеру, банально не была оплачена. Или вы не получили какое-то вознаграждение. И тут ведь у каждого по-своему, у кого-то был, может быть, ну, такой договор, что вы проделаете одну работу, а человек вам помогает чем-то другим. Или участвует, да, к примеру, вот как раз второй вариант. Или как-то вам поможет в решении какого-то иного вопроса. И вот как будто и не первое, и не второе. Странно, мои дорогие девы, ведь у вас сейчас миссия, вот натурально, даже астрологически. И я могу предположить, что этот расклад, он просто, ну, не в душе каждого отзовется. Мне не хочется верить, что вот какая-то сложная такая проблема. Да, но вот как будто по девятке мечей, понимаете, мы настолько... Ведь это всегда карта искаженного восприятия. То есть реальность, она одна, мы ее воспринимаем очень болезненно. Но вот вам как будто нужно преодолеть эту ситуацию. Давайте мы узнаем, что это. Это о чем вообще нам говорят карты? Ничего себе. А вот нам снова про семью. Вам как будто... Я, кстати, могу допустить. У кого-то была ссора, правда, с близким человеком. Может быть, это и было из-за финансов, может быть, было из-за дома, может быть, еще какая-то. Но тут действительно я могу для кого-то из вас
предположить, что есть возможность. Я не говорю, что вот именно с тем человеком, хотя я этого не исключаю, мы все разные. Но однозначно карта дома, посмотрите. И дверь закрыта, а вся семья в сборе. Я часто называю эту карту «Праздник после победы». Есть возможность разрешить две очень сложные тягостные ситуации. Но они для вас неразрешимы, неразрешимы точнее. То, что было, оно уже произошло. И все, что нам выпало, оно действительно говорит о тяжелых переживаниях каких-то. Может быть, это теперь, кстати, мои дорогие, кто-то пытается вернуться в вашу жизнь. Но решать, конечно, будете вы. Я должна сказать, что если были серьезные какие-то проблемы, которые касались взаимоотношений, и вдруг вот человек возвращается. Будьте прозорливы, потому что проблема ведь она никуда не исчезла, чтобы не попасть заново на какую-то удочку. Но если вы видите, что реально вот так вот холодным умом уже, да, со здоровым равнодушием, критическое мышление, мои дорогие, оно у вас всегда работает как надо. Но вот, видимо, если вы видите, что все-таки есть и люди, которые мы их не можем исключить. Они будут с нами всегда, пока мы живем. Но, может быть, и нужно принять какое-то Соломоново решение. А вы знаете, мои дорогие, смотрите, мы две ситуации сложные рассматривали, да? И теперь, словно на выборе, нужно на что-то решиться. И вот если вы решаетесь, и первое– праздник после победы, и вторая– карта победителя. Здорово, на самом деле. С 1 по 10 вы можете, знаете, такую замшелую проблему решить. Может быть, вы для этого даже ничего делать не будете. В чем-то точку поставите. А может быть, вы с кем-то еще и провзаимодействуете. Я уже не буду пересказывать. Если вам нужно переложить вашу ситуацию еще раз на образы карт, вы просто открутите назад и посмотрите, вот как мы доставали эти карты, и что я говорила, да, и прочувствуйте каждый элемент, потому что тут ведь у каждого свои ситуации, и на какую карту вы положите, как метафору, чтобы понять, как действовать или просчитать какой-то свой, именно ваш вариант. Я думаю, подсказки вам будут. У вас шикарное время поставить либо точку и вот закрыть двери, да, когда мы, как в убежище, вот если мы говорили по аркану Луна, но не в падающей башне, а вот действительно уже среди близких или когда мы контролируем ситуацию, самое главное. По этой карте мы уже контролируем, мы уже закрываем двери, а не перед нами она закрыта. А здесь мы сами открываем. Что прояснится? А вот как путаница как раз и прояснится. Это та карта, когда у нас иллюзии. Или карта сложного выбора. Хотя тут по карте ты не скажешь, что тут есть сложность. Это карта легкости. Но, в принципе, семерка чаш, с одной стороны, это, знаете, когда много желаний, когда много того, что мы хотим. Хочется помечтать, хочется расслабиться, хочется не принимать никаких решений. Вот, может быть, ситуация и была как раз с этим связана, как доверие. Или какая-то затянувшаяся история. Но, видимо, она как раз и может решиться, мои дорогие. Что это обозначает? Вот это да, вот это расклад. Семья, мои дорогие, правда? Я тут вижу, какая-то личная история точно может проясниться. Уже понятно, что каждый из вас будет какой-то... А вот, кстати, смотрите, на дне еще и денежная ситуация. Потому что хоть и чаши, но тут, кстати, и семья, и вопросы финансов, и одновременно где-то все вместе, все в сборе, может быть, это вопросы дома. Но самое главное, эта карта говорит о том, что более чем хорошо можно решить любой вопрос. Это как третья карта подтверждения, что у вас сейчас действительно миссия, у вас важный период. А что же уйдет, давайте узнаем. Какая-то победа, она вот, это не то, что это уйдет, но, видимо, я не сказала, хотя хотела. Вот эту победу мы должны контролировать, иначе она может буквально выскользнуть из наших рук. Мало достичь победу или занять какое-то, лидирующее положение, или стабилизировать какую-то обстановку. У каждого что-то свое. Но нам придется потом еще контролировать, как только мы ослабим контроль. И контроль это не есть, когда мы давим своим авторитетом, а это когда мы незаметно осуществляем.
правильным взаимодействием, карта дипломатии. Может быть, вы пересмотрите некоторые вопросы по взаимоотношениям, почему нет, какие-то правильные диалоги. Но вот то, что нам хотят сказать карты. Ты сейчас чего-то добьешься, но это не будет на года, на века. Первое тебе придется контролировать, или, может быть, это на что вы согласитесь, кстати. А вот по двойке чаш это быть дипломатом придется не в короткий отрезок времени, а, скорее всего, длительный период. То есть вы можете на что-то согласиться, и тогда просто будьте где-то готовы к этому, что вам придется постоянно контролировать себя в первую очередь. И что вокруг происходит. Это когда мы ничего, в принципе, пока не предпринимаем, мы просто удерживаем победу. То есть, да, победу вы достигнете, а у кого-то это действительно возвращение бывших, но если была проблема, как я уже говорила, она никуда не исчезла. То есть временное какое-то состояние может быть, когда, да, мы вроде получили желаемое, мы вроде бы и примирились, но это не значит, что не возникнет заново какой-то подобный вопрос. Что придет взамен? Опять девятка мечей. Вот посмотрите. Я вижу так, что, знаете, если вы решаете какие-то вопросы, мои дорогие девы, это нужно делать новыми методами. Все же я вижу по этим картам, и тут ведь нам тоже вот прокрастинация или, знаете, как простое соглашательство с кем-то, тут явно не пойдет. Если вы просто согласитесь, лишь бы было тихо, ну, скажем так, иногда такое бывает. Ну да, тихо будет, вы получите эту победу, но вряд ли она вас будет радовать, потому что тут будет, ну, как искаженное восприятие, понимаете? Осадочек остался, называется. Так что придет взамен. Карта силы. Но вы как какой-то опыт проходите по судьбе, действительно. Вы, ну, вот сильными людьми не рождаются, ими становятся. И именно становятся тогда, когда пережитый опыт наш, да, или какое-то глубокое разочарование. Ну, имели мы такой момент в нашей жизни или период, когда, ну, вот как внутри все рвется и кричит. И когда мы это преодолеваем, мы действительно мы становимся сильнее. Но вот, видимо, у вас задача, мои дорогие, преодолеть вот это как бы ложное, как искаженное восприятие, может быть, конкретного человека или какой-то ситуации. Все же тут есть риск, он остается, потому что придет взамен. Как будто сама жизнь нам, судьба, может еще теоретически вот подобный экзамен жизни устроить. Я должна сказать, это ради честности, правда. Но вы должны уже, если это случится, вот в таком всеоружии принимать это. Как будто не повторить какую-то либо ошибку, либо не согласиться на что-то. Может быть, и документ, какие-то обязательства не взять на себя, мои дорогие. Быть аккуратнее. Тут надо себя сохранять, опять повторюсь. И все, что вам дорого. Личная жизнь. Сложный выбор какой-то у вас будет, мои девы. Ну, факт, смотрите, все карты об этом. И карты влюбленные ведь тоже это, по сути дела, выбор. Но вообще на любовь. Здесь про любовь. Как будто красной нитью руки двух влюбленных перевязаны, мои дорогие. И я бы сказала, вверху у нас десятка кубков. Тут можно примириться, правда. Но сказать, что вот прям на 100% вас все устраивает, или вы верите. Наверное, вряд ли вы будете верить. Но, может быть, и ситуация такова, мы ведь все разные, когда хочешь не хочешь, а вот на этот вариант я вынуждена согласиться или вынужден. Это как будто единственный вариант, а дальше посмотрим. Потому что старший аркан, когда старшие арканы всегда есть какие-то внешние события, условности или условия. Или когда мы в стесненных каких-то ситуациях и вынуждены быть вот этими дипломатами. Такое вполне вероятно. Тут как будто совмещать придется, мои дорогие, а не расширять там конфликт или тут договориться будет важнее, нежели конфронтацию, понимаете, усилить. Тут действительно худой мир лучше доброй ссоры. Но выбор-то может быть сложным. Финансовая ситуация. А тут вот смотрите, буквально смотрите то в микроскоп, то в бинокль. Вот в подзорную трубу смотрит наша принцесса мечей. И вот так вот в целом.
Я уже не повторяюсь, потому что я затрагивала тему финансов, как-то это все вместе у вас переплетается. Ну, может быть, у кого-то отдельная даже история. Но внимание к деньгам – это точно. Вам могут предложить какой-то проект или вложиться куда-то, или что-то приобрести. Когда выпадает эта карта, это точно. Из кармана мы не достаем деньги и не говорим: «На, возьми». Или не покупаем что-то такое, что, ну, не очень оно уместно именно теперь. И мы знаем принцесса мечей, если про образ мы говорим, а я так вот вижу именно эту карту, как про образ Медузы Горгоны, потому что есть колода, где символика идет как раз, как вот по этому мифу. А кто знает, где закончилась правда и началась мифология? Где правда, где истина? Ну вот так вот, никто ж не знает. И по сей день тоже. Это только наше предположение. Так вот, Медуза Горгона – прекрасная дева. Она пострадала от своей наивности и доверчивости. У вас на финансы. Поэтому и меняйте микроскоп на бинокль. Я думаю, у вас это получится. Явно нельзя быть ни доверчивыми, ни наивными. Я бы сказала, во всех сферах жизни. Дела, работа, бизнес. Вот смотрите, хочется, конечно, расслабиться. Мои дорогие девы, вы устали от какой-то ситуации. Но королева чаш. Отчасти иногда эта карта выпадает как ожидание. Может быть, это то затянувшееся ожидание, которое теперь должно чем-то закончиться, завершиться. Но, безусловно, эта карта еще и альтруизма, мои дорогие. И у вас как раз на работу. И если мы говорим про работу и альтруизм, да это прямо про вас. Я просто знаю, что вашему знаку зодиака как раз соответствует масса очень трудолюбивых людей. Причем таких трудолюбивых, когда уже все бросили эту работу и ушли с работы. А руководитель, который дева, будет сидеть до поздней ночи, проверять какие-то бумаги, проверять документы. И за себя, и за того парня что-то контролировать, потому что несет ответственность. Потому что вот этот альтруизм, он, понимаете, его надо как-то сузить. Он не должен быть, понимаете, вам во вред. Вот в чем вопрос. Есть все-таки такое значение по этой карте. Мы-то искренне, а кто-то пользуется. Понимаете, то есть очень тонкий такой вибрирующий момент переложите на себя. Но, тем не менее, есть и радость. Тут есть радость, безусловно. Все то, что касается где-то документов, предположим, мы можем тут договориться, что-то заключить. Или какие-то согласования, важные беседы, диалоги. Пусть это работа, пусть это карьера, но всегда это радость, безусловно. Или как группа поддержки в лице одного пусть человека. Но кто-то вас может поддерживать, это я допускаю. Причем поддерживать искренне даже кто-то может. Но кроме этого одного, тут еще масса других каких-то вопросов, мои дорогие. Поэтому правильные параллели провести. Установить правильные социальные связи, контакты. Это я тоже говорила. Себя не обидеть, себя беречь. Люди, может быть, тоже не говорят правды всей и надевают маски. Ну и вам-то ничего не остается. Как я так вижу, тоже действовать аккуратно. С одной стороны, вот искаженного восприятия не должно быть. Но и абсолютно точно вера в собственные силы. Ведь аркан сила – это как маг. А маг – великий практик. Это не про волшебство, не про магию. Это про холодную голову и где-то очень рациональные, просчитанные решения. И тогда у вас все получится. Потому что это приходит взамен. Вот как будто поменяться должно. Было искаженное восприятие, а теперь вы становитесь сильнее. Реинкарнация, мои дорогие девы, как будто вот так с 1 по 10. Ну, пусть не буквально, но какой-то вопрос пересматриваться у вас точно будет. Я буду благодарна за ваши комментарии. Я искренне надеюсь, что вот эти сложности, они, может быть, для одного, для двух, так иногда тоже бывает с раскладами, когда, ну вот пусть даже мало как бы смотрят многие, а откликается пусть у одного, у двух, но, видимо, ситуация может быть настолько сложная, что человеку вот нужно что-то очень важное услышать. И карты будут говорить тогда вот именно об этом. Поэтому вы на себя переложите, мои дорогие. Помните, что у вас сейчас очень ответственный период. Почему? Потому что на самом деле миссия планетарна. У вас сейчас больше возможностей. Благодарю, что вы смотрели это видео. Оставайтесь со мной.
Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.